Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Марина. Давно у меня не было косметички на ближайшее время и решила снять себе новую косметичку, сделать и поделиться с вами теми средствами, которыми я хочу пользоваться в ближайшее время. Поехали, я покажу, что у меня будет в этот раз в косметичке. Все тот же у меня праймер, не буду долго останавливаться. Также праймер для лица от Эльф, для затирки пор, хороший. Мне нравится. Также я беру новинку от Essence, это Magic Filter. Кстати, я уже им пользуюсь. Хороший, нормальный, тон не съедает. Моно его я не могу пользоваться, как тональный крем нет. Это вот как подсвечивающее средство, очень хорошо. Потому что я слышала, что можно, если у вас идеальная кожа, его можно и как бы соло использовать. Нет, мне не понравилось соло, он ничего не скрывает, просто дает немного блеска и немного цвета, так как это у меня 20 номер, достаточно темненький. Хороший, среднего качества. Мне понравилось. Давайте я покажу. Не такое прям сияние вау с космоса, но есть немного сияния. Можно сказать, делает вам кожу холеной. Вот. Но покрытия у него нет никакого, девочки. Просто немного сияет. И я видела обзоры, там, где сравнивают его с фильтром, с Magic фильтром от Шарлотты Тилбери. Нет, Шарлотта Тилбери намного больше блестит, чем вот это. Также я вам, помните, показывала свой новый тональный крем. Я тогда взяла сначала в номере 120, а теперь я также приобрела в номере 15, чтобы их смешивать. Потому что достаточно темненький сейчас мне. И я смешиваю, и мне подходит шикарный тональный крем. Кто хочет посмотреть обзоры, у меня есть в покупках, в плейлисте мои покупки косметики. Там вы можете посмотреть все сводчи вот на эти средства. Также я беру вот этот тональный крем, потому что здесь осталось совсем чуть-чуть. Это от Maybelline Dream Radiant Liquid. Легкий, красивый, но повторять не буду. Просто он такой незаметный, знаете, а я в последнее время люблю тональные кремы больше, которые пигментированные, более такие устойчивые, чтобы покрытие было full. Это нет, это легкие, у меня в 10 номере, ну здесь совсем капелюшка осталась, и я хочу его уже добить. Также я хочу добить вот этот тональный крем камуфляж от Lovely, хороший, мне понравился. Видела, кому-то не понравился, потому что говорят, как слишком очень такое покрытие толстое, как не толстое, как это говорится по-русски, слишком full покрытие. Ну, это так и написано, что это камуфляж. Это будет очень сильное покрытие. У меня в оттенке Ivory достаточно темный, то есть это 3 номер. Может быть, даже и повторю, но пока не знаю. Ну, пока я люблю вот эти от L'Oreal. А так мне понравился, хороший тональный крем. Давайте перейдем к консилерам. Мой любимый консилер от Clinique у меня в оттенке CN52. Это такой темненький. Я уже про него вам показывала и рассказывала. Очень мне понравился. Может быть, даже потом повторю. Хотя мне больше попал в душу, как бы запал в душу консилер от Dior. И хочу его в следующий раз приобрести. Конечно, когда будут скидки. И вот этот страшненький консилер от Essence, который называется Multitask, если я правильно читаю. Просто я не могла убрать эту наклейку, и она в ужасном состоянии. Хороший консилер, мне понравился, как вы видите, уже половины нету. Этот немного светленький. Это у меня оттенок, по-моему, 20, если я не ошибаюсь. Да, Natural беж, немного светленький, и как раз им тоже подсвечиваю свое лицо. Также совсем чуть-чуть осталось у меня пудра от Belle.
Bright, F-Bright Powder. Это пудра для глаз. Не в восторге, я уже вам говорила. Но тут совсем капелюшка осталась. Вот, мне кажется, я ее уже на этой неделе даже закончу. Вот ее взяла я себе. Также я беру себе пудру от Kiko Milano. У меня, по-моему, это оттенок 3, если не ошибаюсь. Ну, сзади я не помню, написан номер или нет. Вот. Где? Нет, не написан. Среднего качества пудра. Кстати, у Kiko Milano достаточно светлые оттенки. Вот. Ну, нормально, подходит, знаете. Но повторять я ее не буду. Я уже, по-моему, вам это говорила. Такая среднего качества пудра. Ну и моя добивашка от Golden Rose Nude Look, подсвечивающая пудра. Очень она мне нравится. Как вы видите, она уже у меня заканчивается. Но обожаю просто эту пудру. Шикарная. Но она очень долгая. Ей уже сколько лет, она все никак у меня не заканчивается. Так, давайте перейдем сейчас к средствам для лица. Это румяна, пудры и бронзеры. Давайте я покажу бронзеры, какие я взяла. Взяла я себе бронзер от Wet n Wild. Оттенок его Palm Beach Ready. Хороший, но его надо наслаивать, потому что он достаточно такой легкий. Но вот такой вот красивый, шиммерный. Его обязательно надо наслаивать и брать такую кисть пожестче. Не мягкую, а вот именно пожестче, чтобы все передалось. Вот такой вот цвет. Красивый цвет. Сияющий такой вот бронзер. Также я себе взяла бронзер от Mo Academy. Бронзер Perfection. Хороший бронзер, очень пигментированный. Он в рефиле такой жесткий, но и, можно сказать, как кремовый. У него структура такая вот необычная, знаете. Я, когда наношу его как бронзер, я не захожу вот на эту часть, потому что это слишком темное получается. Я вот прохожусь вот по этой части, видите, разница. Хороший бронзер, очень пигментированный, мне понравился. Тоже брала его по советам бьюти-блогеров. Вот он такой, когда вы наносите, он такой кремовый. Шикарно. Тоже хороший бронзер, девочки. По-моему, в России есть этот бренд Mo Academy. Также один из моих любимых бронзеров это бронзер Catrice Bronze Way to Maui. Это такая серия, которая у них выходит каждое лето. Вот классный бронзер. Скоро у меня крышка здесь сломается. Он и для лица, и для тела. Смотрите, какой бронзер. Шелковистый просто. Очень нравится. Использовать его. Вот 3 разных бронзера. Давайте перейдем теперь к румянам. Румяна я взяла вот эти от Пастель. Очень мне они понравились, кстати, 203 номер, поэтому я их беру. Ну, немного, конечно, не сыпучий. Красивый цвет. Шикарный. Просто такой необычный цвет. Можно сказать, это матовые румяна. Вот такие вот. Также я беру румяна от Eveline под номером 02. Тоже красивые румяна. Немного такие каменные, можно сказать. Тоже их надо наслаивать. Вот такой у них цвет. Они более такие сияющие, сатиновые. Также я взяла себе новинку от Essence. Тоже шикарные румяна, девочки. Это у меня под номером 90. Это матовые румяна. Они не сыпучие, очень даже пигментированные. Лежат красиво на лице. Очень они мне понравились. Так, куда бы мне их... Давайте вот сюда. Вот. Вот такие вот
румяна. Очень красиво смотрится на лице. Давайте перейдем теперь к хайлайтерам. Взяла я хайлайтер от Catrice, знаменитый, у всех он есть. У меня в оттенке 30. Это такой вот золотистый, красивый хайлайтер. Смотрите. Шикарный. Просто вот эта серия у Catrice просто супер. Что румяна, что бронзеры, что хайлайтеры. Вот. Лежит тоже шикарно. Никаких лишних блесток. Ну, все знают эти хайлайтеры. Еще один хайлайтер. Это уже будет хайлайтер от Essence. Game Glow. Тоже хороший хайлайтер. У меня в оттенке 20. Также есть в 10 номере. Ну, я решила взять его. Тоже красивый. Немного есть розовинка. Где это сделано, кстати? В Польше. Вот. Отличается, конечно, цвет. Такой хайлайтер у меня будет. И беру себе хайлайтер от бренда Revolution. Это последняя их новинка из серии Reloaded Lilac Glaze. Да, Glaze. Красивый очень хайлайтер. Вы не думайте, он так не будет лежать на лице таким цветом. Он намного нежнее смотрится. Ну, естественно, надо его наносить слегка натуральной кисточкой, легкой, пушистой. И смотрится очень красиво. Вот такой вот хайлайтер. Очень красивый, люблю его тоже. Так, давайте теперь перейдем, покажу я вам туши и средства для бровей и так далее. Так, беру я снова эту тушь, она мне никак не заканчивается, от Catrice. Хорошая тушь, пока еще есть в ней. Ну, видите, как она выходит. Я ее просто очень хорошо очищаю и потом наношу, потому что если ее не очистить щетку, то у вас будут комки. Но объем дает просто шикарный. Также я беру тушь Max Factor. Хорошая тушь такого среднего качества. Мне кажется, раньше она лучше была, потому что я помню, я ей часто пользовалась. Вот. Это Waterproof серия. Хорошая. Ну, наверное, повторять я ее не буду. Вот, надо ее тоже уже заканчивать, потому что, вы знаете, это все высыхает. Так, для глаз, что у меня еще здесь есть? Я взяла, ну, вот этот карандаш, который у меня всегда он. Для подчищения губ, да, например, можно, и для глаз. Кто-то губы подчищает им, кто-то глаза. Это такой белый невидимый карандаш. Ну, на слизистой он виден, хороший, мне нравится. Подводка от Essence, классная подводка, но не все любят такие вот кисти на подводках, но я нормально приучилась ей уже краситься. Но я не всегда делаю стрелки, поэтому, хотя айлайнер шикарный, просто стойкий. Но единственное, его нельзя наносить слишком толстым слоем, потому что он будет трескаться. Также у меня для глаз будет вот такой вот карандаш от Rimmel, Скандал, стойкий карандаш. Его можно только... Так, его надо поточить, он у меня сломался. Только этим мицелляркой двухфазкой, потому что он оставляет разводы. Это waterproof. Но мне не нравится на слизистой, если где ресничный край проходить, он отпечатывается. А так, как подложку под смоки, как растушевочную стрелку делать шикарно. Хороший, стойкий. Так, брови у меня будут вот эти вот тени. У меня на оттенке 0,20, этот Catrice хороший, очень люблю, в основном пользуюсь вот этим оттенком. Стойкие, кстати, девочки, уже рассказывала вам про них. И моя новинка, я не показывала вам в покупках, я вам забыла.
От NYX взяла вот этот знаменитый клей. У меня версия прозрачная, хорошая, но им тоже надо несколько раз пройтись по бровям, зафиксировать. Тоже, знаете, надо потанцевать с ним, как говорится. Сначала так расчесать бровь, потом вот так расчесать бровь. В общем, не из тех клеев, которые вот прям раз и все. Нет, им тоже надо чуть-чуть поработать, а потом они застывают, да, ресницы. Так, что у меня еще? Давайте перейдем к губам. Беру я карандаши вот эти свои от Trended Up. Помните, я вам показывала в номере 160. Очень стойкие, ну очень стойкие карандаши. Вот, смотрите. Это такая вот роза пыльная. И плюс я взяла тоже новый оттенок, 10. Это такой светлый-светлый нюд. Тоже вам забыла показать в покупках. Вот. Очень стойкие, вообще шикарные карандаши. Стоят какие-то копейки, по-моему, 1,5 евро, что ли, даже 2 евро нет. И помады. Взяла я помаду от Astra. Это матовая помада у меня в оттенке 11. Давно у меня не было этой помады. Вот, очень яркая помада, но она, ее надо несколько раз нанести на губы, потому что она на губах немного плешивит. Потом ей надо дать время высохнуть, и так смотрится очень даже красиво на губах. Вот. Хороший бренд Astra, мне очень даже нравится. И взяла себе блеск. Я в последнее время люблю пользоваться больше блесками. Блеск от Essence Plump Nudes у меня в оттенке 0,7. Он не пламп, он не щиплет и губы, и не охлаждает, ничего не делает. Просто там надпись такая. Очень красивый пигментированный блеск. Мне очень нравится вот эта серия. Жаль, что они их убрали из ассортимента. Вот. Классный блеск. Также я беру блеск от Essence Extreme Shine. Оттенок у меня 104. Nude. Блеск такой, знаете, быстро-быстро нанесли, и даже не нужно никакого карандаша, ничего. Такой вот светло-розовый нюд. Блестит просто шикарно на губах. Хорошая вот эта серия у Essence. И еще один блеск от Essence Extreme Shine. Он уже заканчивается. Здесь вот на донышке тоже любимый, классный. Не помню номер, девочки. Но тут есть шиммер, и он ощущается на губах. Ну, мне как-то нормально. Вот такой вот цвет. Тоже красивый. У многих тоже он есть. Всем нравится вот эта вот серия от Essence. И давайте перейдем к теням. Покажу, какие палетки я выбрала. В этот раз я взяла себе палетку от Essence. Вот эту вот малышку знаменитую. Кстати, хорошая очень даже палетка. Многим она понравилась. Хотя сделана она в Китае. Здесь вот такие вот классические цвета. Очень даже хорошие, да, немного сыпучие, но ничего страшного, я думаю. Здесь очень красивые шиммеры. Давайте светлые не буду, его не видно будет. Смотрите. Очень красивая палетка. Цвета классные, такие вот. Классика. Пигментация очень даже хорошая. И вот этот цвет осталось показать вам. Вот, смотрите, какая пигментация, просто супер. Особенно мне здесь нравятся вот эти вот шиммеры. Классная палетка. Давно у меня не было ее в косметичке, и решила я ее взять. Еще одна палетка. Это палетка от Rimmel. Такая вот информация у меня под номером 07. Ее тоже можно до сих пор найти в продаже.
Хорошая палетка, не такая прям вау пигментированная. Это, по-моему, сделано а-ля под Urban Decay. Красивые цвета. Я люблю вот это вот розовое, коричнево-золотистое. Давайте я вам покажу. Вот такая вот пигментация. Здесь, мне кажется, не шиммер, а больше сатиновые цвета. Не такая пигментированная, но пользоваться можно. Мне нравится. Так, следующие цвета. Смотрите, как въелся вот этот цвет. Так, светло не буду показывать, не видно будет. Вот. Красивые цвета, девочки. Хорошая палетка, знаете, не вау, но и не какая-то там, извините, какашка. Красивые цвета. И какой бы вам... Давайте вот этот темненький я вам покажу еще. Вот. Так, неудачно я его, конечно, набрала. Вот такой вот цвет, такая вот палетка. Там в серии очень много, кстати, цветов разных. Но я выбрала вот эту. Также я взяла себе палетку от Revolution. Вот это вот знаменитая. Это серия Animal, которая называется Courage. Классная палетка. Как вы видите, у меня здесь есть даже донышко. Вот. Хорошая вот эта серия у них Animal. Давайте я вам покажу парочку цветов. Мне очень нравится. Ну, здесь шиммеры, знаете, есть шиммер и сатин. Вот этот, например, очень рыхлый, смотрите. Так, следующие цвета. Вот этот тоже рыхлый, как первый. Этот классный матовый. Здесь матовые очень хорошие цвета. Вот, красивый тоже. Пигментация такая. Давайте я вам покажу из пары сводчиков. Вот. Ну, мне кажется, у многих тоже есть эта палетка. Хорошая эта серия у них была. Мне очень нравится. Revolution — это один из моих любимых брендов. Так. Вот эти тоже какие яркие, мягкие. Такие, знаете, масляные вот эти. Вот это сатин. Вот это как шиммер масляный. И вот очень красивый, пигментированный коричневый цвет. Вот эти два. Ой, я что, одинаковых набрала? В общем, девочки, одинаково набрала. И посмотрите, матовые. Здесь очень красивые матовые, качественные. Так, давайте покажу вам. Вот этот очень тоже красивый. Вот. Шикарные цвета. И осталось мне показать вам вот эти три цвета. Здесь очень красивый вот этот вот зеленый болотный цвет. Посмотрите, какой красивый. Я люблю такой вот зеленый цвет. И переносится просто шикарно. Нет, вот эта вот палетка у них очень удачная, и ее до сих пор можно найти в продаже. Девочки, вот такая у меня будет на ближайшее время косметичка. Надеюсь, вам было интересно меня смотреть и слушать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока.